Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Сегодня предлагаю подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Телеграм, Контакт, Одноклассники для того, чтобы посмотреть видео мастер-класса. Мы с вами мотивы разобрали, шальку связали, а теперь я предлагаю связать топик. Модный, короткий, из мотивов. Материал пряжи у меня ушел 80 грамм всего на 46 размер. Вот. А так как лето уже у нас наступило, почему бы не связать яркий летний топ? Предлагаю посмотреть. У меня красивая слонимская ниточка. 2 ниточки с центра, 2 сбоку. 4 сложения. И мы начинаем с вами вязать самый простой мотив, какой только может быть. Сделали узелок. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Замыкаем в кольцо. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это у нас столбик и 3 воздушные петельки. Столбик с одним накидом. Таких столбиков должно быть 8. 1, 2, 3. Вот такой у нас красивый цветочек получается. 1, 2, 3. Должно у нас остаться в 4-ю воздушную петельку. Мы соединительный столбик делаем. И еще один. 1, 2, 3. Это у нас столбик с одним накидом. Вяжем еще один раз, 2 и 3. Всего 4 столбика. 1, 2, 3 воздушные петельки. И продолжаем еще разочек. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас с вами будет 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И опять в арочку вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. То есть мы будем чередовать 10 и 3 для вязания нашего мотива. 4 столбика в арочку. 4 столбика в арочку. Вот. И опять 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 столбика. 1. То есть у нас идет чередование и повтор. Мотив очень легко запомнить и очень легко вязать. Тут у нас ниточка расслоилась, такое тоже бывает. Для красоты нужно обязательно перевязать. Вяжется быстро, запоминается просто наш мотив. 3 воздушные. 1, 2, 3 и 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот что у нас должно получиться в самом начале. Смотрите, вот такой красивый цветочек. 4 столбика. Везде у нас идут 4 столбика. И чередование 3 воздушные петли, либо 10. Вот. Осталось недовязанные 2 у нас кармашка воздушных. Мы их не трогаем, начинаем вязать новый мотив. Для этого набираем 25 воздушных петель. 25 воздушных петель набрали. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6 в 7-ю воздушную петельку. Соединительный столбик. Соединили. Теперь по цепочке воздушной отсчитываем соединительным столбиком. 1, идем по ней. 2, 3. И теперь наша задача провязать первоначальные наши красивые 1, 2, 3 столбика. 3 воздушные петельки. Помните, у нас было 8 столбиков. Вот мы их сейчас и вяжем. У нас получилось 2, 1, 2,
3. Считаем, вяжем. Ровно 8. 1, 2, 3. Раз, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три, 4, 5, 6. Раз, два, 3, 7. И раз, два, 3, 8. Столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Присоединяемся в самое начало. Желательно в 2 столбика, в 2 воздушные петельки. Вот так вот. И опять соединительным столбиком проходим. Раз воздушная петелька, вторая, третья, четвертая обязательно, четвертая. И у нас должно остаться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 воздушных петель. А мы вяжем наши столбики второго ряда. У нас их должно быть 4 штучки. Вы же помните? 4. Провязали. Теперь вот такой волнительный момент. Нам нужно начинать соединение. Мы провязали 4 столбика. Петельку мы оставляем. Это вот такая же у нас петелька будет в следующем ряду. Вот. Петельку мы оставляем и соединяемся за короткую воздушную арочку. У нас здесь 3 воздушных петли. Мы с вами провязываем 1, 2, 2 петельки. Подхватываем воздушную арочку первого мотива, протягиваем ниточку, 2 воздушные петли, возвращаемся и в следующую воздушную арочку вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. 1, 2, 4, 5. Теперь у нас соединение с нашей длинной арочкой. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся по ходу вязания. Смотрим, где наша воздушная арочка из 3 воздушных петель, и провязываем 4 столбика с одним накидом. Так как у нас уже длинная была цепочка, значит сейчас короткая. 1, 2, 3. И опять провязываем 1, 2, 3, 4, 10 воздушных петель, уголочек наш, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 столбика. То есть узор, который легко запомнить. Не бойтесь мотивы. Это совсем не страшно. 3, 4 столбика провязали. Вот оно. Все у нас здесь на виду. Все понятно. Красивое соединение. 1, 2, 3. И опять 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Что у нас получается? Давайте смотреть. Вот. Мы провязали опять, как в первом мотиве, почти весь мотив, и вверху оставили только вот лишь 2 окошечка. Так и здесь 2 окошечка. То есть теперь для того, чтобы связать какую-то большую вещь, мы набираем 25 воздушных петелечек и вяжем абсолютно как наш второй мотив. Вот прям абсолютно. Мы с вами научились вязать мотивы, шаль, а сегодня таким же точно способом, как мы сейчас начинали вязать, я предлагаю связать коротенький топик. Наша задача, не заканчивая мотивы вот в таком моменте, который мы с вами уже научились вязать, нужно провязать объем
вашего тела, так как это топ короткий, то есть не бедра, да, захватываем, а расстояние под грудью. Я думаю, что у меня где-то будет 6 мотивчиков на перед и 6 на спину, где 12 мотивов. Вяжем 12 мотивов в моем случае. Больше в любом вашем случае можно всегда измерить по любой кофточке, на которой на вас хорошо сидит, либо вообще по себе. Приложите, померьте, пусть она будет чуть пошире. Сейчас это очень модно, широкие модели. И вяжем столько мотивов, сколько нужно. Замыкаем в круг. Я набрала 12 мотивов. Это на 46 размер из нашей слонимской пряжи. И смотрите, мы только в одном ряду первым будем соединять мотивчики. Потом мотив соединять не будем, потому что это будет при уже довязывании. Наша задача, вот мой 12 мотив. Получилось 1, 2, 3, 4 лепесточка. Связали. Воздушные петельки. У нас длинные воздушные петельки. Возвращаемся к нашему мотиву, который мы с вами последний вязали. Лепесточки 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петельки к первому мотиву. Вот он, наш момент, где мы присоединяемся, короткая арочка, и возвращаемся. Вот до этого момента мы соединили. Теперь идем в обратную сторону. Больше здесь мы ничего не присоединяем. Цветочек был. У нас, помните, было 1, 2, 3, 4, 5, 6 лепестков. При присоединении довязываем 7 и 8. Но дальше здесь мы его не вяжем. Здесь нигде ничего не присоединяем, ничего не трогаем. Мы вяжем второй ряд, вторую линию. Вот. Набираем также 25 воздушных петель. Все вяжем точно так же, так как мы цветочек уже свой знаем. Мы его уже провязали целых 12 штук. Еще раз можете посмотреть, как я вязала шаль. Там то же самое соединение. Первый цветочек провязали, 2 воздушные петли, вот так боком мотивы располагаем и соединяем. 2 воздушные петли, 4 столбика с одним накидом, 2, 3, 4. Длинные соединения, вяжем воздушные петли и в самый центр вкалываем крючок, присоединяем. Вяжем длинную цепочку в обратную сторону и лепесточек 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. На этом вязание первого мотива второго ряда мы прекращаем. Вот, мы получили, что хотели. Теперь мы вяжем опять наши воздушные петли, 25 штук, первоначальный цветочек, и делаем закрепление в одном месте, в длинном, в коротком, в длинном. Я провязала начальный цветочек наш, первый рядочек, и вот начало второго ряда. Первый лепесток провязали, и мы соединяем между первым и вторым наш первый мотивчик второго ряда. Перевернем так, чтобы было удобно вязать. Две воздушные петельки. Соединения все одинаковые. Ничего здесь не меняется. 2 воздушные петельки. Довязываем тот мотив, который у нас в руках. 1.
я вяжу второй мотив второго ряда. 2, 3, 4. Теперь у нас идет длинное соединение, длинная цепочка. Вот в самый центр уже нашего такого паучка вкалываем крючок и вяжем в обратную сторону. Опять довязываем лепесточек. 3, 4, 2 воздушные петельки. 1, 2. Разворачиваем вязание, чтобы было удобно. Вот. Опять в короткую арочку присоединяемся. Все по плану, по очереди. 2 воздушные петельки. Опять лепесточек наш вяжем. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас длинная арочка. То длинная, то короткая. Чередуем. Находим длинную арочку, в центр вкалываем. Довязываем. Возвращаемся к своему цветочку. 4 столбика с одним накидом вяжем. Вот, больше мы соединений делать не будем. 1, 2, 3, 4, 5 у нас лепесточков получилось. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 6-й лепесточек довязываем, как обычно, как мы с вами вязали в первом ряду. 6 лепестков, и потом начинаем новый цветочек. Точно так же все во втором, абсолютно. Вот. 6 лепесточков связали. Опять вяжем воздушные петельки, цветочек и соединение. Короткая, длинная, короткая, длинная. Короткая последняя не соединяем, а просто вяжем сам по себе цветочек, чтобы начать новый. Первый мотив всегда будет вот в таком плане. 1, 2, 3, 4. Довязываем второй ряд. Возвращаемся. Довязываем лепесточек 1, 2. 6 лепесточков. И начинаем новый. Точно так же, как я вязала второй. Я провязала 3 рядочка. И вот в самом конце, когда мы уже связали, нужно довязать последний, вернее первый ряд наших мотивов и присоединить с последним. Все делается абсолютно на той же, по тому же принципу, на той же основе, на которой мы с вами вязали. Здесь все повторяется. Все наши столбики, цветочки довязываем. Первоначально, помните, да, у нас всего 4 в первом цветочке идет лепестков. И мы все так же довязываем. И по такому же принципу соединяем большие воздушные арочки и маленькие. Вершинку сейчас будем соединять. Маленькие провязали маленькую арочку, вяжем большую, находим мотив, который уже провязан, и точно так же соединяем за длинную. Возвращаемся к своему мотиву. Можно развернуть мотивы, чтобы было более удобно. И довязываем здесь лепесток. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петельки. Смотрим короткий мотив последнего мотивчика, соединяем с первым. Вот такие несложные манипуляции. Довязываем столько рядов, сколько вы хотите, потому что
В этом году модные короткие топы. Можно связать на любую длину. После короткого соединения у нас длинное. Мы подхватываем нашу арочку, которая уже готова на нашей стороне. И присоединяем ее к длинной арочке на том мотиве, который мы уже провязали. Присоединяем. Опять вяжем 1, 2, 3, 4, 5. И возвращаемся к нашему мотиву, довязывая. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петельки. Присоединяем тот мотив, который уже у нас связан. А наш мы просто довязываем после присоединения. Те лепесточки, которые у нас не довязаны, мы довязываем. Три, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся к арочке на нашей стороне. И теперь присоединяем к арочке длинной. Вот. Между ними. Присоединили. И опять довязываем длинную. 1, 2, 3, 4, 5. В нашей стороне. Вот в последний цветочек. Вот сюда. И наш бачок абсолютно все соединение сделано. Все красиво. Теперь ниточку отрезаем. И наша задача связать лямочки. Лямочки вяжем. Ниточку мы потом спрячем. Лямочки вяжем на примерно одинаковом расстоянии. То есть вот в центре, допустим, мы оставляем 2 мотива. В центре 2 мотива. И на пройме 2 мотива. То есть мы можем выделить маркерами, что мы не вяжем. В центре мы оставляем 2 мотива на вырез. Вот. 1 мотив мы вяжем. И еще 1 мотив мы вяжем. Туда и обратно. Вот мы его можем выделить. Как мы начинаем вязание? Мы начинаем вязание, помните, вот с этого, с длинного момента соединяем короткий и длинный. То есть наша задача привязать ниточку в самый центр длинного мотивчика. Набираем, так как у нас уже 5 связано, мы набираем только 20 воздушных петель. 20 набрали, цветочек связали, присоединяем в короткий момент и в длинный. Вот я провязала цветочек, провязала первый наш лепесточек, мы соединяем с коротким местом. Две воздушные петельки. 1, 2. Наша короткая арочка. 1, 2. 1, 2. 3, 4. Вяжем длинную. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяем в длинное соединение в центр. 1, 2, 3, 4, 5. Довязываем. Наша задача провязать 6 лепесточков, так как мы будем с вами вязать не горизонтально, а вертикально. Поэтому нам нужно 6 лепесточков связать.
а не 4, как в первом мотиве первого ряда, потому что нам нужно вязать вверх, поэтому у нас будет так 2, 3, 4. Вот. Наш мотив должен располагаться вверху, поэтому мы с вами вяжем длинные сейчас, короткие, только потом идем увеличение делать. На новый мотив нам нужно всегда переходить после короткого. 1, 2, 3 соединения. Три, 4. Вот. То есть мы с вами не довязываем 2 цветочка, а поднимаемся наверх. 4 мотивчика, допустим, мы с вами вяжем. 4-й мотив мы, если это предположить, что у нас перед, наша задача 4-й мотив присоединить со спинкой и потом идти в обратную сторону. Я провязала с момента вот нашей привязочки ниток 1, 2, 3, 4 мотива. 4 мотива это вполне хватает на лямочку. В 4-м мотиве мы связали только 4 лепесточка, и наша задача присоединить на спинке, опять же маркерами отметили, на пройму оставили 2 узора, 2 мотива, вот они у нас, 2 мотива, а параллельные 2 мы соединяем. Соединяем точно так же. Провязали длинную арочку, находим длинную арочку с той стороны, вкалываем крючок и вяжем. Присоединяемся к мотиву на спинке, довязываем мотив 1. Довязываем тот мотив, который у нас есть. Вот. То есть 4 цветочка вполне хватает, можно связать 5 мотивчиков, если вы хотите подлиннее сделать лямочку. Ну, на самом деле ниточки еще будут растягиваться. 2 воздушные петельки, опять за короткую арочку присоединяемся. Все делаем, все как обычно, никаких новых соединений у нас нет. Все, как мы с вами вязали, знаем, умеем. 2 лямочки привязываем, и наш топик готов. Расход на 46 размер у меня ушло меньше, чем 100 грамм. Потому что топик же у нас короткий. Опять присоединяемся там, где у нас длинная арочка. Длинная, короткая и длинная. И идем в обратную сторону, довязываем наши все 4 мотива. Довязываем до длинной арочки, нитку отрезаем. И лямочка готова. Вот. Точно так же мы вяжем, отступаем 2 мотива и вяжем лямочку с другой стороны. Также на пройме у меня 2 осталось. Провязала я 2 лямочки. Единственное, что я еще сделала, обвязку просто столбиками без накида. Я обвязала там, где у нас были столбики, столбик, столбик. Между я сделала 2 столбика, а где у нас арочки большие, я связала только 3 столбика. То есть я немножечко подуменьшила. Вот. Для того, чтобы более корректно топик смотрелся. И также рукава. Точно по такому же принципу обвязала столбиками без накида. И вот, пожалуйста, по расходу, я уже говорила, даже не 100 грамм, где-то грамм 80 ушло всего-навсего. На 46 размер. Он еще хорошо тянется. Обязательно нужно его прогладить. Вот такая летняя красота готова, очень модная. Единственное, что я думала добавить по краю петли Соломона. Но опять же, это на любителя, кто любит, кто не любит. Модно-то сейчас вот такой короткий вариант. Но если вы захотите, почему нет, можно, допустим, где-то с проймы
Низ я не обвязывала. Можно с проймы, чтобы не было видно потом шовчика. Где мы вяжем петли Соломона? Ну вот по центру, допустим. По центру. Петля Соломона вяжется вот таким образом, вытягивается. И еще одна. Обычно всегда вяжется 2 петли Соломона. И присоединяемся в центр. Вот. Там, где у нас длинная арочка, можем прямо вот сюда. И опять 2 петли Соломона. 1, 2. И сколько-то рядочков так провязать. Там, где короткая арочка. Вот. Можно попробовать сделать. Но опять же, на любителя. Если нет желания, то и не нужно. Короткий топ из мотивов у нас готов. Лето впереди. Предлагаю связать, порадовать себя, родных и близких, деток, внучек такой работой. Огромное спасибо, если досмотрели ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Смотрим, вяжем вместе со мной. До новых встреч!